как тебе первая ночь в Панаме, на побережье Тихого океана сегодня спали? Честно признаюсь, она мне не понравилась, потому что мне задолбали комары и москиты. Даже не москиты, а мошки, потому что они пролазили через москитную сетку моего гамака, и это мне не понравилось. Здесь сушится моя футболка, которую я постирал недавно. Час назад, наверное, уже почти высохла. Там дальше океан. Сейчас время отлива. Сегодня с утра я проснулся рано, часов в 7 утра. Вышел сюда, искупался, даже побегал по пляжу. Попали мы под сильный ливень, а у меня бобина была на мотоцикле недоделана, просто перемотана изолентой. Как бы там, что с ней случилось после ливня? А то, что 2 цилиндра теперь у меня не работает, потому что, скорее всего, пробила бобину, потому что нужно было ее залить эпоксидкой или чем-то, а не просто изолентой перемотать. В общем, осталось ехать до Панама-Сити 150 километров, и их нужно как-то доехать только на 2 работающих цилиндрах. А еще у меня почему-то карточка перестала работать. Беда не приходит одна, Илюха. Ну что, открываем ром? Нет, Макс, надо как-то доехать. Стоимость бензина, как в России. Маслица подпахивает, да? Фух. Доехали мы только что до Панама-Сити. У меня чудом вот буквально километров 20 назад заработало 4 цилиндра на мотоцикле. То есть бобина то ли просушилась, то ли еще что-то. Это офигеть какой современный город. Тут небоскребы, блин, наконец-то после стольких дней. Деревень всяких непонятных, блин. Мы въехали в современный, блин, город. Офигеть просто, я реально офигел. Клево. Здесь, я думаю, все есть, что нам надо. Прикинь, сколько кораблей проходят через канал, у них же товар, вся херня. Да. Aquí es Rom. Wow, sí, Flor de Calle, esto es Cuba, Nosotros no, Nicaragua. probar Sí, en Nicaragua. sí, Nicaragua. Ay, me Eso, encanta. sí. Y muy borracho. Максим. Макс, Максим и Max, Цветей. Max, ok. Max, ¿y tú? Илья. Y León. Sí. Eso. ¿Te gusta esto? Sí. ¿Tu gusto? Sí, por probar. Sí. Ты знаешь, как было в одном фильме, когда чувак там отжимается, и командир, ваша девушка давно уже ушла. Чувак отжимается, да. Вот. И он перестал, да? Он продолжал так. Прикольно. Мы провели целых 3 ночи в доме местной панамской художницы. Вот они, ее картины вокруг меня. Сейчас мы собираемся ехать дальше. Поедем к Атлантическому океану, в городок с названием Колон. Там главный порт, где можно поспрашивать, сколько будет стоить отправить наши мотоциклы, контейнеры, потому что там грузовые корабли, контейнера, в общем, вся инфраструктура для этого. Ну что, Макс, ты готов ехать?
Да. Я готов к труду и обороне. Что случилось, Макс? Порвался замок. Какой? Который слабый? Цепь тоже уже может сейчас начинать рваться. Или нет? А не, вот видишь, его вырывало. И все. Макс, расскажи, откуда у тебя эта фенечка на руке? Что же ты заметил? Это подарила мне мадама. Вот такая пенечка. За заслуги, что я был очень хороший мальчик. Очень хороший. Я всегда помогал, готовил кушать. Из-за этого она решила благодарить меня. Мы приехали к Атлантическому океану, в городок, просто какой-то не город, а жесткое гетто. Мы сейчас ехали по таким районам, я нигде, честно, в мире до этого ничего подобного не видел. Вот реально гетто. Жесть. Нас там точно завалит, на ночь в этом городе оставаться не вариант. Нам здесь нужно найти порт и узнать, сколько будет стоить контейнер для наших мотоциклов, чтобы отправить их в Колумбию. Смотри, вон оттуда еще тоже краны стоят, там тоже порт выходит. Moto to Colombia. ¿Dónde está la del puerto? Necesita puerto. Puerto. El puerto. El puerto. Esta recta, porque no la llave por el cuartel. Más allá. Sí, está allá, si no, recto. Explícale bien. Recto, si no. И вот с местных гетто улиц мы попали, блин, Главное, такой. иметь с собой газовый баллончик, как минимум. Точно. Илюха, готовишься? Помнишь, как этот на снега с палкой? Ты видел? Да как он жесть, я замахивался? видел. Я на него смотрел и смеялся. Вот, это, вот на тебя, думаю, пусть я засмею его. Так брать с собой мачете? Ну, не знаю, газовый баллончик точно брать. Газовый баллончик я взял. Очень сильно напоминает больничные палаты в России. Кстати, даже пахнет так же. Даже пахнет хлоркой здесь. Вот такая контрастная Панама. Панама-Сити. Просто небо и земля. Да, современный город с небоскребами. Стоило отъехать на 70 километров, мы оказались в жопе мира.
Максом находимся в портовой таверне, на самом деле столовой. Ищем сейчас местечко, офис, где нам можно купить контейнер. И здесь есть для рабочих специальная столовка. Мы решили здесь и похавать сразу, потому что местные говорят, те, кто здесь работает, мужик, которого мы встретили, что здесь не очень дорого и вкусно. Полдня мы уже проторчали в порту, ходили по разным офисам и искали компанию, которая сможет дать нам контейнер, чтобы мы смогли отправить свои мотоциклы в Колумбию. Yo tengo dos motocicletas y yo quiero un barco, un container y mis motocicletas ir. Sí. Это оказалось очень дорого, $1000 за один мотоцикл. За 2 мотоцикла я так и не понял почему, почему-то $2000, хотя мы берем один контейнер, и это должно стоить дешевле, по логике. Сейчас мы поедем в небольшую деревушку, которая находится на Атлантическом океане. Там еще есть несколько деревень, которые вдоль Атлантического океана расположены. Поедем мы в Порто-Белло, и там попробуем найти уже какого-нибудь частного чувака, который занимается извозом, и попробовать у него найти более дешевый вариант отправки наших мотоциклов в Колумбию. Нужно искать варианты разные, нужно искать людей, рыбаков, которые смогут сделать это для нас дешевле. Старый форт города Порто-Белло. Ну они вообще подозрительные, типа какие-то. Hello. Hi. The guy said tomorrow you go the boat. How much? I don't know, maybe 400, 300, I don't know. The manager think. А дофига уходит бензина на то, чтобы переплыть? Да нет, там в основном ну, когда ветер есть, на парусах плывешь. Так этот немного жрет, литра 3 в час. Здорово. А ты на своей яхте можешь к причалу подойти? Здесь нет, но там киль идет по месту. Ага. Как ты сюда подойдешь? А есть здесь, к которому можешь подойти? К тому, в принципе, теоретически можно подойти, но там это... Ага. Нет, не ворует, нет, это лучше на лодке. Там хуёво, там бьет это. У тебя есть какой-то кран, на чем поднимать? Ну там веревка можно поднять. А на самом Вообще, если мотоцикл, то 2 человека могут его поднять. Вот как мы, например, грузим на пикап, микроавтобус и у него была здоровая лодка, типа как ферри, знаешь, где машину паром. приводить. Он за $80 000 купил, блядь, списанную в этом канале. И положил ее, он положил на катамаран на рифы, там на Сан-Бласе. На этой здоровой лодке поехал, там лодка 70, блядь. Там этажей 5, такая, короче, 5-этажная. Он пошел собирать катамаран спас, а лодку на рифы посадил. Индейцы говорят, риф повредил, давай $70 000, и нихуя, короче, блядь. Там заходишь в порт капитану, в любой здесь, везде, короче, он это, блядь, в черном листе говорит, пришел мне лодка, они мне разрешение не дают, ничего, да, Ну, не знаю, Макс, тут, возможно, не поместятся мотики. я не спорю, Ну да. здесь просто если их Подожди. ставить туда, около мачты, в мачте. Оп. 150 литров в час. Ого. 150 литров в час, да, если соленый пресную делает, и все. И как потом водичка, с привкусом или нет? Не, ну какая, не, опреснителя не она, если она, блядь, от соли очищает, ёпти. Look, they want to go to Colombia, but they have motorcycles. I don't go. You don't go? I don't go. I come back in November. You come back in I am not going now. Yes, because my boat is so little for some motorcycle. Why? Why is your boat little? They're like 240 kilos every each. It's nothing. It's nothing. 240 kilo is 2 people. It's 2 people. Okay, You put them on either side of your mast. How many motorcycles? То. Yes, you put them on either side of the It's mast. 200 kilograms one motorcycle. Yeah, doesn't matter. No, it's big. It's Honda Magna, Honda Shadow, maybe It's no. not big. Yeah, it's not big. It's
It's normal It's size. normal, yeah. Okay, thank you. I'm so sorry. Okay, thank you. I just got engaged in a charter business. Okay. Sorry. It's no problem. Yeah, bye. Доброе утро. Будешь макароны? Варишь уже, что ли, да? Вода. Грею. Сегодняшнее утро мы встретили на яхте Атила в бухте Порто-Белло. Тавтология небольшая. Здесь вокруг небольшие горы и дикие, довольно-таки дикие джунгли, я думаю. Там на горизонте виднеется Карибское море. Сейчас у нас небольшое похмелье, поэтому радость пока что не чувствуется. Мы пока что отходим, отходняк у нас. Может быть, если залезть на мачту и спрыгнуть с мачты разок в воду, это изменит ситуацию. В Порто-Белло цены на транспортировку наших мотоциклов также высоки. За мотоцикл берут, правда, уже $500. И еще столько же за человека. Можно найти подешевле. Поэтому сейчас мы решили попробовать такой способ. Поехать к индейцам, так сказать, в джунгли. И у них есть маленькие лодки с моторами. Мы попробуем с ними договориться, чтобы они нас довезли до границы с Колумбией. Там переправиться еще, перекинуть наши мотики на другие лодки. И пройти границу, и там уже будет маленькая такая дорожка среди джунглей, и по ней мы уже будем выезжать. Мы приехали. Куда? Я не знаю. Где море? Ну вон там, видимо, виднеется. Ты видел заброшенное это здание? Мы можем там переночевать. Да, я думал. Достроенное, ну. Я понял, что нам сказали сюда не ехать. Потому что здесь ничего вообще нету. Здесь может быть только с утра что-то отходит и все. Ну все равно надо пробить, во сколько отходит. Возьмут кого? или не возьмут. Может мы еще успеем домой приехать, если вдруг нас здесь пошлют. Поехали. Ну ладно, поехали. Вот такую, смотри, на такой лодке мы сможем переплыть. Necesita un lancha No, no. para Colombia, Tomorrow? frontera, la mañana. Okay. ¿Sí? Yeah. Okay, you play in this is the boat, here, Ujú. on the start, okay? On the country, this country. Ajá. Just leave this country, start, and tomorrow come back. Here on the Colombia, okay? Мы прибыли в резервацию местных индейцев. И все для того, чтобы найти лодку подешевле. Мы находимся, это маленькое поселение называется Карти. Отсюда ходят лодочки, прямо они идут вдоль берега, вдоль береговой линии. И идут они на границу с Колумбией. Gracias. Плывем с местными индейцами на остров, где будем ночевать. Завтра утром в 6 часов утра подъем и отчаливаем на маленькой вот такой же лодочке в сторону границы с Колумбией. Смотри, какие горы красивые. How are you,
my friend? Good? Max. Max. Let's go. Let's go, my friend. Let's go. Vamos a hablar español. Poco. ¿Habla español? I Sí. no comprendo. Ok. ¿Dónde van ustedes? ¿Para dónde van? Colombia. Colombia. Sí. Capurganá, Colombia. Sí. Ok. El viaje que yo hago a Capurganá en moto es en $1,500 en moto. Dólares americanos. Es muchas, no. Es moto, Él es cobra muy- para mí es muy pesado. No. Amigo. 500 de combustible, 500 de combustible. El gasto al mío son $600. La ida- Yo soy no americano. No, Yo es- soy no, ruso. es el gasto. es combustible para ir. El gas. Son 600. Es mejor el bar que tú conoces por allá, que es traicionero. Мы нашли здесь на островке, затерянном в Карибском море, какое-то, жилище непонятное. Тут стоят кровати, как в каком-то госпитале для умирающих малярией. Не хватает только этих балдахинов. Вот такие у нас стены прочные. Если честно, наверное, в такую жопу мира я еще не забирался ни разу. И в такое место, как это, я еще ни разу не забирался. Это самый крутой, наверное, хостел вообще, который я видел. Да, вообще. А мы побывали с Максом много где. Очень много где. Макс, доброе утро. Местные вон уже проснулись, вон женщина местная. А вон там по пристани ходит. В общем, просыпаются они здесь вместе с птицами. Вон там начинается рассвет. За островом не видно. С местными индейцами у нас не получилось договориться. Они все хотят какие-то очень большие суммы денег, даже дороже, чем на яхте это стоит сделать. Так что мы сейчас поедем, наверное, на яхту, погрузим наши мотики и поплывем так.